Коллеги, добрый день, спасибо за ожидание. Начнем наш пресс-брифинг, сегодня, который будет давать Александр Хуг, замглавы специальной мониторинговой миссии. Good evening. Добрый вечер. I'm just back from a patrol where I have been with my team in Horlivka this afternoon. Я только что вернулся из патруля, который мы совершали вместе с нашей командой. Мы были в Горловке сегодня днем. As well as in Mayorsk across the contact line. Не только в Горловке, но мы пересекли линию соприкосновения, были в Майорске тоже. But I will come to that later on in this briefing. Подробностям я вернусь немного позже. We have observed in the past period, starting at least 2 weeks ago, an increase of violence and an increase in hotspots in the Donbass. За последние 2 недели нами было замечено увеличение количества случаев нарушения режима тишины и также увеличение количества горячих точек. And we've also observed that the situation for civilians continues to deteriorate due to a constant breaches of ceasefire and the frequent shelling of urban areas at the contact line. Также нами замечается ухудшение положения мирного населения, поскольку они продолжают страдать от увеличения количества случаев прекращения режима тишины. And we have reported of civilians that continue to be killed and injured, and those who lose their livelihoods we have also been reporting frequently, both in areas controlled by the rebels and in areas controlled by the government. И также нами многократно отмечались жертвы среди мирного населения, в тех поселках, которые расположены как на территории подконтрольной ДНР, так и на территории Украины. At the end of last week, we have registered the peak in ceasefire violations. Over 180 explosions we have registered at our observation point at the railway station here in Donetsk. На прошлой неделе нами было зафиксировано наибольшее количество случаев прекращения режима тишины, нарушения режима тишины. Это 180 случаев. Мы все их зафиксировали с нашего наблюдательного пункта на железнодорожной станции Донецке. We've also seen new hotspots emerging or re-emerging, in particular in and around government-controlled Starokhnaktivta and Khranitne. Также нами отмечается большее количество горячих точек, которые расположены на территории подконтрольной правительству. Это такие населенные пункты, как Старая Игнатовка и Гранитная. And in DPR-controlled territories of Telmanove. На территории подконтрольным ДНР новой горячей точкой является поселок Тельманово. The number of cease violations have also increased in the Luhansk region. В Луганской области также растет напряженность и повышается количество случаев прекращения режима тишины. And greater analysis that we have conducted in Starokhnaktivta, in Stanica Luhanska and elsewhere. И те анализы воронок, которые мы проводили в Староигнатовке и в станице Луганской, так же как и в других местах, have revealed that heavy weapons, 152 mm, 122 mm, and Grad systems have been used by both sides in the recent upsurge of fighting. Результаты воронок в этих местах показали, что обе стороны используют вооружение калибром 152 мм, 122 мм, также системы Grad. Also, the last week has marked a sharp increase of aggression directed towards the OSCE Special Monitoring Mission. Также на прошлой неделе нами были зафиксированы случаи открытой агрессии в отношении сотрудников миссии ОБСЕ и миссии как таковой. At times this was verbal only, at times this was organized and violent. Иногда такие выступления носили вербальный характер, но иногда они были хорошо организованы.
On the 11th of August, for instance, at our hotel in Mariupol, 10 intoxicated men in camouflage uniform threatened our monitors. Хорошо организованы, иногда они были хорошо организованы и носили более агрессивный характер. Так, 11 августа несколько человек в военной форме, которые находились под воздействием психоактивных веществ, threatened SMM monitors. Они выражали угрозы в адрес наблюдателей нашей миссии. 2 incidents took place on the 16th of August. 16 августа произошли еще 2 инцидента. In Olenivka, an armed DPR member threw an unexploded 122mm artillery shell into one of our vehicles. В Еленовке один из представителей ДНР вбросил в автомобиль ОБСЕ не разорвавшийся снаряд калибром 122 мм. And just this morning, in Bezimene, down at the Azov Sea, a DPR member threatened to kill our observers should they come next time to the checkpoint. И сегодня утром в Безыменном один из представителей ДНР угрожал расправой нашим сотрудникам, если только они еще появятся в том. The mission continues to struggle with conflicting demands by the so-called DPR and so-called LPR. Миссия продолжает находить пути, как справиться с противоречащими иногда требованиями, которые выдвигаются ДНР и ЛНР. On the one hand, they publicly criticize us for not conducting patrols. С одной стороны, они выступают с критикой в адрес миссии по тому поводу, что мы не отправляем достаточное количество патрулей. And on the other hand, they do not allow us to actually reach these locations by denying us access to these locations. С другой стороны, они же сами отказывают нам в доступе к определенным местам и таким образом препятствуют проведению нами работы. In addition, we had our unmanned aerial vehicle, the UAV, flying again since last week. Дополню, сказав, что с прошлой недели наш беспилотный летательный аппарат снова в работе, летает. But it has experienced again military-grade jamming on its flight path. Но на пути своего передвижения он уже подвергался глушению, причем это глушение можно охарактеризовать как такое, которое выполняется военными подразделениями. The sites continue to make us the verification of the withdrawal of heavy weapon difficult. Стороны продолжают осложнять процесс осуществления нами контроля над отведенным вооружением. Only last week we have visited 9 Ukrainian armed force heavy weapon holding areas. 2 of them were abandoned and 5 with weapons missing. На прошлой неделе сотрудники миссии посетили 9 мест хранения вооружения на украинской стороне. Нами было обнаружено, что 2 из них были заброшены и We also revisited 18 DPR holding areas. We also visited 18 DPR holding areas. You continue now with it, like I said. Мы также повторно посетили 18 мест хранения вооружения со стороны ДНР. With 5 of them had weapons missing. В 5 из этих мест оружие отсутствовало. One area, the DPR members told us that 11 Grad systems have been moved to Donetsk city. В одном из мест хранения вооружения нам было заявлено, что 11 систем ГРАД находились на пути в Донецк. We also continue to observe all along the contact line large caliber weapons. Мы продолжаем фиксировать нахождение тяжелого вооружения по линии соприкосновения. All in violation of the Minsk arrangements. Все это является нарушением Минских договоренностей. Despite that fact and despite the increased tension levels, we have been successful in facilitating dialogues between the conflicting parties to allow repair works on vital infrastructure.
Несмотря на растущую напряженность, нам удавалось предпринимать усилия к тому, чтобы наладить диалог между противоборствующими сторонами с целью восстановления инфраструктуры. On 13th of August, for instance, we facilitated a local ceasefire for the urgent repair in Raivka, in LPR-controlled areas, and on the other side it's Stari Aidar, where the infrastructure has been repaired. Например, 14 августа нам удалось добиться локального режима тишины с тем, чтобы мы могли возможность отремонтировать поврежденные участки инфраструктуры в поселке Раивка со стороны ЛНР, и с другой стороны работы велись в поселке Старая Айдар. And in the DPR-controlled area in Horlivka and Spartak, we have also repaired infrastructure successfully. Также нам удачно были проведены работы по восстановлению инфраструктуры в поселках Спартак и Горловка, это уже на территории ДНР. Thank you. This was my briefing. I've taken our questions, please. Спасибо, у меня с выступлением все, теперь я готов ответить на вопросы. Есть какие-то? Информагентство Новороссия. Скажите, пожалуйста, лица, которые вам угрожали на территории ДНР, это были военнослужащие, либо частные гражданские лица? The persons who were threatening to SMM on the territory of DPR, were those military or civilians? So we're DPR members in camouflage uniform. Это были представители сил ДНР, одетые в военную форму. Еще вопросы? On the previous briefing, one of the members of OBSE said that they have that you have some problems with the side because they demand a special accreditation for international organizations. What is the situation now? На одном из предыдущих брифингов один из представителей ОБСЕ озвучил проблему с тем, что ДНР сейчас просит международные организации аккредитоваться на данной территории. Как сейчас разворачивается ситуация? We have no problem with registration of any sort anywhere. У нас проблем с регистрацией нет никаких. Что касается перепон, то есть в тот раз нам тоже рассказывали о том, что не допускали представители ОБСЕ в определенные места. Вот с воскресенья ухудшилась ли ситуация, что изменилось? Last time we were also informed about denial of access to the monitors, and has the situation improved or deteriorated in these regards since last Sunday? It has deteriorated. Ухудшилась ситуация. И расскажите о встрече в Горловке, чего удалось достигнуть сегодня. То есть сегодня была встреча с представителями, с местными жителями. Could you outline the outcomes of the meeting with the concerned citizens in Gorovka? Yesterday, I have finally managed to meet both the mayor, Martinov of Donetsk, and the mayor of Horlivka. Вчера мне наконец-то удалось провести встречи с двумя мэрами, с господином Мартыновым, мэром Донецка, и с городским головой Горловки. I have asked these two mayors to come to Donetsk and meet me here in the center. Я попросил мэров приехать в Донецк и встретиться со мной в центре этого города. And both followed on my request and they came here to discuss with me. Оба откликнулись на мою просьбу и приехали для того, чтобы мы с ними обсудили этот вопрос. I have suggested to the mayor of Horlivka that he organizes a meeting with concerned citizens, so I can discuss with them. И я выдвинул мэру Горловки предложение о том, чтобы я мог встретиться с представителями общественности Горловки и обсудить с ними те вопросы, которые их волнуют. And he organized today a group of civil servants with whom I had a discussion earlier today. И сегодня они организовали встречу с представителями, встречу с госслужащими Горловки. С ними, собственно, я и встречался. I have also been discussing with the mayor infrastructure problems that the municipality faces, including gas, electricity and water. Также с мэром мы обсуждали вопросы проблем с инфраструктурой
какие сложности есть на данный момент с вода, газа и электроснабжением. We have been discussing how the mission with its dialogue facilitation can assist in the further repair of these infrastructure issues. И мы также обсуждали, каким образом наша миссия может содействовать дальнейшему восстановлению инфраструктуры города. We have also been meeting in town concerned civilians. Также в городе мы встретились с другими представителями обеспокоенной общественности. And we have also been conducting monitoring of a recent shelling in the town. Также мы провели мониторинг тех мест, которые в недавнее время были подвергнуты обстрелам. Where we have been looking at damages to houses and have been analyzing craters that recent shelling has been caused in part of that town. Нами были осмотрены и зафиксированы повреждения, нанесенные жилому фонду, и также проанализированы воронки от тех снарядов, которые попали в данное место. And we have also been at the other side of the contact line in Mayorsk, where I have been meeting with representatives of the Ukraine Armed Forces and also utility company workers there. И по другую сторону от линии соприкосновения мы в городе Майорске мы встречались с представителями вооруженных сил Украины и с представителями коммунальных служб. Скажите, а миссия ОБСЕ в своих отчетах указывает количество погибших мирных граждан на территории ДНР? Does SMM report about the numbers of fatalities among civilians on the territory of DPR? Yes, I guess you referred to a statement by Mr. Sakarchenko. Да, мы указываем такую информацию. Я думаю, что ваш вопрос вызван заявлением господина Захарченко. We report indeed on a very regular basis on fatalities and casualties in the DPR area. Действительно, мы докладываем о всех случаях пострадавших и погибших на территории ДНР. And these reports are publicly available in Russian and Ukrainian and English. Эти данные содержатся в наших ежедневных отчетах, которые доступны на 3 языках: русском, украинском, английском. And for instance, on the 10th of August, we have been reporting about fatalities, people that have been killed and injured in Starobesheve, just southeast of here, of Donetsk. И 10 августа, например, мы информировали общественность о тех пострадавших и погибших, которые стали жертвами обстрела в городе Старобешево на юго-востоке области. On the 11th of August, we have analyzed 8 craters in Telmanova, 67 kilometers from here. 11 августа мы провели анализ 8 воронок в Тельманово, это в 67 километрах отсюда. And we have reported publicly that these craters have been caused by Grad systems and other systems fired from a westerly direction. И нами была обнародованы данные о том, что эти кратеры были результатом попадания снарядов Град, выпущенных с западного направления. And in the village there in Telmanova, we saw the funeral procession of a 62-year-old woman from that village who has been killed in the shelling the day before on the 10th of August. И в этом же поселке Тельманово мы стали свидетелями похоронной процессии. Погребали женщину 62 лет, местную жительницу, которая погибла в результате обстрела. On the 14th of August, we have been reporting about the shelling in Khorlivka. 14 августа мы сообщали об обстреле Горловки, which killed one man. в результате которого погиб один человек. We have also reported this publicly. Мы также внесли эти данные в наш отчет, который доступен широкой общественности. And that's just a report and a few selection of that from the past few days. Это я только что упомянул только выборочно некоторые из тех фактов, которые мы обнародовали в последнее время. And those of you find the time, I invite you to read our reports. И если у вас найдется время, я вас приглашаю ознакомиться с нашими отчетами. All that information is available there.
И вся эта информация, она как раз и содержится в наших ежедневных учетах. And once that information is read, you may then draw your conclusions, once you have received and studied the objective information. И по прочтении этой объективной информации, при ее внимательном изучении, вы уже можете делать свои выводы. Комсомольская правда. Вы говорили о препятствии работы миссии со стороны ДНР. А были ли замечены подобные ситуации со стороны вооруженных сил Украины? You've mentioned about prevention to missions activities from the side of DPR. Has anything similar been reported from the Ukrainian side? The majority of incidents and the most severe incidents happen with members of the DPR. Большинство случаев предотвращения нашей работы, а также самые сложные случаи недопуска нас к работе происходят именно на территории ДНР. And again, I refer you to our daily reporting, where at the end of the report you see all restrictions listed. И я снова вас могу сейчас отослать к нашим ежедневным отчетам. В конце каждого отчета есть абзац, который называется ограничение или ограниченный доступ. Там как раз и указано подобное. Пожалуйста. Расскажите, какая сейчас ситуация на украинских блокпостах с жителями, которые хотят уехать на территорию ДНР или же выехать? Есть ли сейчас очереди, и вы знаете, на этой неделе будет открываться логистический центр, как обещают со стороны украинских властей. Как вы оцениваете ситуацию в этом районе? Twofold question. The first part of the question is about Ukrainian checkpoints and people entering or leaving this territory. And the second part of the question is about logistical center and which is to be opened this week and your assessment of this issue. To your first question, По поводу первой части вашего вопроса о блокпостах украинских. the freedom of movement for civilians from government-controlled areas into non-government-controlled areas remain a serious problem. Свобода передвижения для гражданских лиц, которые пытаются продвигаться со стороны территории подконтрольных правительств на сторону неподконтрольного правительства, остается большой проблемой. Procedures for obtaining these permits that are required to cross the line have reportedly been improved. По последним сообщениям, процедура получения пропуска для пересечения украинских блокпостов была усовершенствована, улучшена. Most civilians that we speak to say it takes up to 10 days to receive this permit. И чаще всего, когда мы говорим с гражданскими лицами, они сообщают, что на получение пропуска уходит до 10 дней. 10 working days. Рабочих дней. However, in the past week and as well this week, we have seen an extreme increase in very long queues at these checkpoints. В последнее время, и в частности на этой неделе, нами было отмечено резкое увеличение количества людей, желающих пересечь указанные блокпосты. And during 3 days at the government-controlled Volnovakha checkpoint, we have seen as many as 400 vehicles in total that wanted to cross. И в течение 3 дней на блокпосту в Волновахе нами фиксировалось порядка 400 автомобилей, ожидающих в очереди. And I would like again to draw your attention to our thematic report that has addressed these problems previously, which is also available on our website. Повторно хочу привлечь ваше внимание к нашему отчету. На этот раз это тематический отчет, в котором ранее уже поднимался вопрос пересечения украинских блокпостов. Well, I would also answer to your second question that any initiative that allows citizens from both sides of the contact line to have an easier life is welcome. Также ответ на вторую часть вашего вопроса. Любая инициатива, которая призвана помочь жителям, помочь населению с обеих сторон преодолеть сложности, она приветствуется. And the mission will be there and report and observe should such humanitarian centers be opened. И как только такие гуманитарные центры будут открыты, наша миссия будет наблюдать за их работой и информировать об этом общественности. Пожалуйста, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, график вашей работы, отраженный в отчетах, с какого периода времени вы днем смотрите или ночью также работаете?
Если ночью не работаете, то планируется ли активизация вашей работы ночью? Timeline of our operations, of SMM's operations covered in the daily reports. Does timeline include nighttime or not? If it doesn't include nighttime, are we planning to launch nighttime? We do already now reflect of what we hear and where possible can observe during nighttime. Мы отражаем в наших отчетах то, что мы можем слышать в ночное время, то, о чем мы можем сообщить. And we are, of course, looking into possibilities to also be outside during nighttime. И ищем возможности нашего нахождения